Всем огромный привет из Лондона. Сегодня 2 июня 2022 года, и Великобритания отмечает большое событие, которого еще не было в британской истории, в истории ее монархии. Отмечается 70-летие правления Елизаветы II, которая на сегодняшний день самый долгоправящий монарх за всю историю страны Соединенного Королевства. Дольше нее никто пока на троне не был. Немногим менее королева Виктория была. Вот это показывает камера на The Mall, улица, которая ведет к Букингемскому дворцу. Я съемку буду вести вот с этой точки. Это возле Трафальгарской площади. Вот Трафальгарка. Посмотрите, сколько людей. Просто море. При том, что сейчас время это 9 часов утра. И вы видите, народ подходит. Как оказалось, я не знала, продавали билеты. Ну, я особо не интересовалась, если честно. Но продавали билеты на места вот туда, в проход The Mall, который ведет к Букингемскому дворцу. Вот туда. Продано было 10 тысяч билетов. И туда впускали по билетам. Вот видите, люди подходят, но такой большой поток, даже вот сейчас 9 часов, и просто отовсюду, буквально со всех сторон стекаются люди. Я думаю, что все очень удивились, что такое количество, такой наплыв в центр посмотреть парад. Конечно, это одно из таких грандиозных событий за последние годы. И его очень долго рекламировали, более полугода точно, даже, наверное, год. Во всех магазинах символика. Вот видите, там как проход такой, арка, и туда пускают народ по билетам. Ну, интересно тоже увидите дамы в шляпах некоторые. То есть такой английский дресс-код. Очень много везде полицейских, как абсолютно на любом мероприятии массовом, даже не очень крупном. Масса полицейских всегда. Тоже обратите внимание, как организовано все. То есть сначала был такой хаос, люди ходили куда угодно, потом вот организаторы, сотрудники и полицейские, они более-менее, видите, расчистили дорогу, повязали ленту. Я получилась практически возле края. Вот как мило одета по-английски дамы. Да, платье, шляпка, туфли на небольшом каблуке. Очень жарко сегодня, еще светит солнце постоянно. Солнце прячется, в принципе, приятно, но на солнце очень жарко. Вот показывает камера, идет улица The Mall к Букингемскому дворцу, прямая. И вот здесь мы увидим чуть позже, будет проезжать карета с членами королевской семьи, и даже не одна. Видите, они запасаются заранее такими ограничительными металлическими конструкциями. Сейчас они зафиксируют вот этот проход дороги, который они расчистили. Ну, на это, конечно, ушло часы.
Вот я прибыла около 9, и проезд карет у нас был 12 с чем-то, то есть 3 часа под солнцем провели. Но, тем не менее, все терпеливо ожидали. По поводу программы еще тоже точной информации не было ни у кого, во сколько будет проезжать карета, поэтому просто все ждали каждую минуту в неведении. Только можно было ориентироваться по полицейским, которые перед тем, как кто-то должен проезжать, они машины подъезжали с охраной, видно, вот туда, в направлении дворца, кого-то подвозили. И они тогда переговаривались по рации и больше внимания уделяли толпе. Никаких металлоискателей, в принципе, вот люди, мы все пришли, мы все из метро. Здесь ничего, не было никаких проверок. То есть это открытая такая территория города, проверяли только, в общем, те, кто заходили туда поближе уже с билетами. Итак, организационные моменты. Давайте чуть-чуть про королевскую семью. Елизавета II, королева, сейчас ей 96 лет, 70 из них она у трона, и этому посвящен платиновый юбилей, который назвали платиновым. Сегодня мы его отмечаем. На самом деле королева, когда она родилась, она далеко не была в очереди на трон, потому что королем был в очереди на трон, королем предполагалось, что будет старший брат ее отца, так, ее отец Георг VI, и его старший брат, в истории он был как Эдвард VIII, он был самым коротко правящим монархом, всего 326 дней провел у трона, и потом Эдвард VIII отрекается от трона в пользу своего брата. Когда Елизавете было около 9-10 лет, в таком возрасте, и она становится первой в очереди на трон после своего отца. То есть ее детство было достаточно таким спокойным, не так, как сейчас, более, я думаю, напряженное у детей Кейт и Уильяма, которые следующие очень близки в очереди на трон. То есть Елизавета и в семье ее никто не планировал, что она будет королевой. Ну, вот так распорядилась судьба. И был королем Георг VI, ее отец. Не очень долго он болел, и после его смерти, вот в 1952 году, 1952 год, он умирает, и она становится королевой Британии. И вот с тех пор она занимает трон. У нее еще, их двое было в семье, у ее отца, она и сестра Маргарет. Маргарет, будучи второй на трон, она носила титул принцессы, и она умерла в 2002 году, 20 лет назад. Умерла она она и болела. Есть такой фильм, если вы смотрели, «Корона», вот там, по крайней мере, показано... сейчас будет проезд. Давайте посмотрим, я дальше расскажу. Тоже очень интересно, видите, все записи были достаточно четкие, но в момент проезда не очень четкая картинка. Я, если честно, не знаю почему. И интернет был очень плохой, его практически не было, он был заглушен здесь. То есть я была еще со знакомыми, и мы фактически не могли связаться, то есть сообщение. Так, вот едет кортеж, давайте посмотрим, на лошадях, конечно.
Вот первая карета Кейт, Камила и трое детей Кейт, то есть те, которые в очереди на трон. И эта карета проехала с сыном. И еще одна. Вторая карета была, как я поняла, это сын Эндрю со своей женой. Вот, и завершающий кортеж автомобиль. Были еще несколько автомобильных кортежей, но я думаю, что не очень вам интересно. Итак, после завершения кортежа я двинулась на Трафальгарскую площадь, потому что еще ожидался пролет самолетов. Смотрите, сколько людей, это просто море. Это просто море, я никогда не видела такого скопления людей, но никакой давки нет, все потоки очень хорошо распределены. Давайте немножко к королевской семье вернемся. Елизавета была очень близка со своей сестрой Маргарет, и на похоронах Маргарет это был единственный раз, когда королева на публике, слезы у нее были. Она всегда очень сдержана, но это единственный раз. Вот. Умерла Маргарет, она и болела, у нее такой образ жизни был. Она всегда чувствовала, что она вторая. И, в общем, вся слава, все досталось, конечно, Елизавете. Вот. И сообщается о том, что она умерла во сне после инсульта, перенесенного накануне, днем. Вот так. Ну, в честь Маргарет достаточно много названий по Лондону. Есть церковь Маргарет при Вестминстерском аббатстве. То есть Елизавета тоже отдает памяти сестры внимание. Надо отметить, что ожидали, конечно, что Елизавета проедет, ну, по крайней мере, народ на своей знаменитой золотой карете. Есть золотая карета, которая проезжает во время коронации монарха, потому что и показывали, много разговоров в прессе было, но, видимо, слабенькая уже королева, и она показалась только на балконе Букингемского дворца, когда вот сейчас будут пролетать самолеты, для того, чтобы посмотреть пролет и поприветствовать публику. И еще мероприятие запланировано, кроме Букингемского дворца, в Виндзорском дворце сегодня. И к концу дня сегодняшнего королевский двор объявили, что завтра уже королева не будет участвовать ни в каких мероприятиях, не будет участвовать ни в каких мероприятиях, то есть она достаточно устала. Так, вот идет пролет самолетов, их будет несколько. Как же сейчас распределяется трон? После Елизаветы у нее трое детей: Чарльз, сын, Эндрю, сын, и дочь Анна. Чарльз, он первый в очереди на трон, и Камила, его жена, она ехала в первой карете вместе с Кейт. Так, вот на проезде. По поводу Камилы. Камила – это вторая жена Чарльза. Первая жена была принцесса Диана, которая погибла. Я думаю, что все слышали о принцессе Диане. Далее, после Чарльза, идут на трон его дети. То есть наследование идет такое по вертикали, не по горизонтали, не от брата к брату, а по вертикали. Дальше на трон идут после Чарльза его дети, детей двое. Это Уильям, принц Уильям, и Гарри.
И, соответственно, идет принц Уильям и его дети. И вот жена принца Уильяма ехала тоже в первой карете. Это Кейт. Сам принц Уильям тоже был только на балконе Букингемского дворца вместе с королевой. Он в кортежах нигде не принимал участие, я не видела. И также в карете вместе с Кейт и с Камилой в первой ехали и 3 детей Кейт и Уильяма. То есть это следующие на трон, дети на трон. Получается, у них 2 мальчика и 1 девочка. Старший мальчик, девочка средняя Шарлотта и Льюис мальчик младший. Вот. И Гарри, второй сын Чарльза, жена его Меган, американка, да, это те, которые в прошлом году, да, год назад где-то, они публично заявили, что они выходят из королевской семьи, они не будут участвовать в никаких мероприятиях, посвященных королевскому двору. То есть они вышли из состава королевской семьи, потому что если они в составе, это налагает на них очень много обязанностей, большинство публичных, участвовать в различных мероприятиях. И они от этого отказались, они живут сейчас в Америке. У них 2 детей на данный момент, ну очень маленькие, только маленькие. Мальчик 2 или 3 годика, и девочка, вот ей годик будет в эти выходные только. Дальше. У королевы 3 детей, как я сказала, Чарльз, Эндрю и Анна. Ну, Чарльз, он следующий в очереди на трон быть королем. Средний сын это Эндрю. Ну, Эндрю были крупные скандалы, связанные с его прошлым, о его отношениях с несовершеннолетней девушкой. Как-то это все было вроде бы и громко, и потом как-то это все замялось. Вот. Но отношение к нему такое не очень однозначное. Если к королеве, к ней есть уважение просто, у всего народа просто есть уважение, то, в общем, к членам семьи в связи с их тем, как они, те действия, которые они производят, как они живут свою жизнь, отношения разные. И еще есть дочь Анна. Вот Анна, она ездит на лошадях, и даже во время вот этого парада у нее очень много наград. Она участвовала в проезде. То есть мероприятия все не только здесь, но еще несколько было точек, когда маршировали конные кавалерии и отдельное мероприятие, записи официальные можете посмотреть королевской семьи. Об этом есть на YouTube. Это у нас красавица Трафальгарская площадь, еще раз напомню. И после Чарльза, сын королевы, Чарльз I на трон, потом после Чарльза идет Уильям. Гарри на трон, получается, у нас 6-й, похоже, да, потому что должен быть Чарльз, потом Уильям первый сын, потом все дети Уильяма, и потом только опять Гарри. Поэтому, в общем, Гарри, они сложили полномочия королевской семьи, потому что, в общем, ну, как говорят по-русски, ему трон не светит, да. Только должно случиться что-то очень неординарное, чтобы эта цепочка нарушилась. Но очень много впереди. Тоже королевская семья, вот 70. Очень красиво, синхронно пролетает в честь королевы. Как относится к королевской семье, сложно сказать. Но вы видите сами по тому количеству людей, которые
пришло в центр города увидеть все мероприятие, то я бы сказала, что положительное отношение, конечно. Многие считают, что королевская семья, они, в общем, никакой функции такой не несут и только тратят деньги на роскошную жизнь. Но не будем забывать, что королевская семья очень много чем владеет, собственности, и эта собственность приносит огромные доходы. Вот такой парад. По городу, кроме парада, очень много мероприятий. И мы с вами пройдем. На одной из них я вам покажу, как устроено публичное празднование в Лондоне. Это организовано в Вестминстере. Вот это все, это район Вестминстера. Есть такая территория, которая называется Mayfair. И там на одной из улиц сделали как бы такой, перекрыли улицу движения автомобилей, установили столы, и, в общем, все могут купить шампанское и что-то перекусить в честь королевы, скажем так. Но это все платно. Цены я вам тоже сейчас покажу. Давайте еще раз полюбуемся Трафальгарской площадью, этой красотой, которую создают люди. По всему городу очень много, и в супермаркетах, и даже в магазинах повесили плакатов, посвященных платиновому юбилею королевы. И сейчас мы тоже увидим на входе в музей. Тоже это у нас National Gallery, крупнейшая галерея. Продается различная сувенирная продукция. В целом рассчитывают, что получается у нас 4 дня. Так, мы перемещаемся на North Audley Street. Это улица, которую сделали, перекрыли движение и установили вот эту длинную вереницу стола. Давайте пройдемся, и вы посмотрите, какой здесь творит дух. Погода, конечно, располагает к тому, чтобы проводить время на улице. 70 лет – это долгий срок правления, как вы сами понимаете. Это человеческая жизнь фактически. И в память о королеве много что названо. Давайте пройдемся. Такие существенные, да, элементы. Это, конечно, Биг Бен, который переименовали в Элизабет Тауэр в честь действующей королевы. И на этой пару недель назад состоялось грандиозное тоже открытие железнодорожной цепочки, новой в Лондоне, которую тоже назвали Elizabeth Line, линия Елизаветы. Это считаются более скоростные поезда, которые соединяют восток и запад Лондона и проходят через центр. Чтобы разгрузить метро, потому что метро достаточно старое, эти поезда, они более скоростные, они более широкие, имеют большую вместительность. Было открытие. В целом Elizabeth Line сейчас переименовали. До этого функционировали западные и восточные участки этой дороги. Они назывались TfL Rail. Также вот эта линия, она идет в аэропорт Хитроу
И сейчас из аэропорта Хитроу можно будет добраться как на восток Лондона, так и в западные части, используя вот эти поезда. То есть жители города получают дополнительный сервис. Достаточно людно, поэтому если вы приедете в Лондон, еще такой небольшой казус был, все линии, весь транспорт метро, он не имеет слова line, линия. Если, например, указано Central или Northern линии метро, слово line опущено. Но кто-то сделал ошибку и в название внесли слово line, и поэтому вот линия Елизаветы, она идет со словом line, Elizabeth Line. Когда уже все было выпущено и установлены, обновили везде знаки по городу, указатели этого нового вида транспорта, все люди на это обратили внимание, что как так, зачем там слово line, оно, в общем, там лишнее. Но уже все сделано, и с этим будем жить. Центральная часть этого метро не соединена сейчас с западной и восточной. Она физически вроде бы как ходит, но там еще какие-то нюансы, чтобы полностью... Так, вот напиточки. Давайте посмотрим, что продают. Так, вот цены. Вообще цены не завышены, цены совершенно обычные. Вот этим меня тоже очень привлекает Британия, что здесь на мероприятия они не завышают цены в несколько раз. Это так, как любят делать, например, в Беларуси, когда однажды я еще, живя там, на какой-то выходной день мы решили отправиться в Дудутки. Это небольшой комплекс в часе езды от Минска. Приехав туда, мы увидели, что цены раза в 3 выше, чем в обычные выходные. И положительные эмоции сразу улетучились от этого места. Итак, закончилась праздничная часть, посвященная 70-летию королевы правления Елизаветы II. Я заговариваюсь, устала. Поэтому надеюсь, вам понравилось это видео. Очень непросто было его записать. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз. Всем счастливо, всем пока!